Всем привет! У нас очередная рыбалочка и небольшой проект, назовем его. Расскажу историю. Был на одном из выездов на рыбалке в Триале и разговорился с соседом, мужичком, на тему стоимости снастей, блогерства и всего вот этого. В общем, основной посыл, который он пытался мне донести, что вы, блогеры, конечно, все молодцы, понакупали всяких катушек за много-много денег, палок за много-много денег, оригинальных, стоящих много-много денег блесен. А вы, говорит, снимите попроще что-то для народа, для людей, которые работают на заводе. Ну, там, в пример приводил блесна, которые у него были. Что-то он говорил, 45 или 75 рублей за блесну. Ну, я думаю, это давно достаточно купленные блесна. Не нынешние цены. Ну, собственно говоря, слушать и слышать. Ценная возможность. Поэтому мне понравилась его идея. А дай-ка, я думаю, попробую. Соберу комплект для начинающего форелятника. Попробую смотреть на этот комплект с точки зрения не максимального количества поимок, а максимального количества удовольствия, которое можно получить от рыбалки на форель. Для меня максимальное удовольствие – это сами контакты со снастью, поклевки, ну и процесс вываживания. Наверное, самый драйв – это когда ты не ожидаешь поклевки, она происходит. При этом происходит такой выброс адреналина, что вот оно случилось. Ты все-таки подобрал. Не ждал, но подобрал. И вот этот адреналин, наверное, то, зачем мы едем. Не за самой рыбой, не за самими килограммами, а за этим адреналином. И чтобы его ощутить, нужны соответствующие снасти, которые позволяют ощутить этот адреналин. Давайте, чтобы не затягивать, сразу покажу, с чем я приехал. Приехал налегке. Так, это не мое. Подсак. Сумка, куда рыбу складывать. Спиннинг. Мифайн. Катушка китайская, цуриное, достаточно качественная. Флюрик на 3 либра. И застежки. Самые маленькие яри. И 2 коробочки с приманками. Про это сейчас расскажу. Что за приманки, как искал, где доставал. Еще не все приехало, но расскажу. И как же я начал путь в попытках собрать тот самый комплект для себя, начинающего. Я когда только начинал заниматься форелью, накупил достаточно много всякой фигни, которая впоследствии либо валяется в кладовках, либо была подарена. Но явно не те снасти, которые стоило даже поначалу покупать. Я работаю не в магазине, да, поэтому не могу вам взять все снасти. Да и вы, наверное, тоже не в магазине работаете снастей. Невозможно взять все спиннинги и выбрать то, что больше всего нравится. А тем более половить каждым из существующих спиннингов и выбрать самое подходящее для себя. Поэтому я опирался на какие-то критерии свои, которые мне важны. Про них и поговорю. Как выбирал, почему выбирал именно их. Ну и, соответственно, половим на эти комплекты. Посмотрим, что из этого получится. Да, ну и первое, с чего я начал, это, конечно, Каида. Или Кайда, как правильно ударение. Побежал я в Каиду, думаю, сейчас я легко куплю палочку какую-нибудь недорогую, 1000 за 1,5-2-3, катушку и блесен наберу. А не тут-то было. Я не смог закупиться в Каиде так, чтобы собраться вот на рыбалку начинающему. Не смог. И основная проблема была в том, что не было легких блесен.
Блесен легче 2,5 грамм я не нашел в кайде. Их там просто нету. Ну а на мой взгляд, блесна 2, 1,8, 1,6 очень важны. То есть, я уже не представляю своей рыбалки без таких блесен. Поэтому must have, что называется, обязательно их надо с собой иметь. Побегал по другим сайтам, где же я был, на Lucky Johnny был, дай бог памяти. Сейчас сходу импровизация не удалась. По нескольким сайтам побегал, я не смог собрать и палочку, и катушку, и шнур, и набор приманок, так, чтобы они меня удовлетворяли. В результате пришел я к Алиэкспрессу. Вот так вот, к Алиэкспрессу. И давайте начнем с чего-нибудь. Давайте начнем с палки. Что я выбрал? Я выбрал Mifine Nano GK, она называется. От 0,5 до 2 грамм в ростовке 168. Так, почему эта палочка? Во-первых, вес. У нее офигенный вес. Хороший. Я на память его не помню. Вставлю в подпись. Второе. Второе – это толщина вершинки. Она здесь, хорошая толщина. Прям, хорошая. Я думаю, меньше миллиметра. Скорее всего, 0,6 где-нибудь. Вот такая вот толщина вершинки. Это классно. Почему толщина вершинки это важно? Потому что с толстыми вершинками у меня были такие спиннинги, как раз таки кайдовские, Trout X, что ли, где вершинка, миллиметра 3, наверное, толщиной, но это получаются дубины. Ты в эту дубину не ощущаешь ни приманку, которая играет, ты не ощущаешь поклевок, ты не ощущаешь ничего. Это как крокодил такой. Чтобы в эти дубины что-то ощущать, это должны быть достаточно дорогие спиннинги, типа вот графлидера, Белеза. В нее ощущается, да. Там достаточно толстая вершинка, она табулярная там. Там и тест до 5 грамм, здесь тест до 2 грамм. Тест у этого спиннинга быстрый или среднебыстрый, я на память не помню, я посмотрю. То есть, в принципе, это более-менее нормально для форелевой ловли. Похоже, это построю чем-то на что-то такое среднее между Crazy Fish Long, Nano Long и Crazy Fish Nano One. One она более жесткая, чем вот эта палка, а Long более мягкая. Что-то такое среднее. Посмотрел ролики тоже в инете, кто что пишет. У них, у Mifine, две ростовки. Вот это 168-я, по-моему, и 183-я, если не ошибаюсь. Дайте посмотрю. Да, это 168-я, а вторая, по-моему, 183-я. И палка, которая 183-я, я так понимаю, она больше подходит именно для всяких микрух, на джига, вот всего вот этого. И больше похожа на лонг, то есть, совсем мягкая. Это немножко построже, пожестче, что нам и нужно. Почему до 2 грамм? Почему я вот так вот решил выбрать? Во-первых, я не нашел ничего до 3 грамм. Хотя, если была бы возможность, наверное, до 3 грамм было бы неплохо. Почему до 2 грамм? Потому что основные рабочие веса все-таки это 1,6, 1,8, 2 грамма, 2,1, 2,2 грамма. На крайняк, я думаю, я смогу бросить и 2,5 грамма. Мы это протестим. Блесна больше 2,5 грамм я не брал. Я особо не вижу смысла в этих блеснах по 3,8, 3,6 грамм. Они у меня есть. Я их на практике не использую. Очень-очень-очень редко. Когда я знаю, что рыба где-то там далеко, и мне надо до нее докинуться, я на тяжелую палку, в смысле с высоким тестом, поставлю тяжелые блесна. Вряд ли это будет делать начинающий. У него будет такое понимание и возможность туда докидываться.
скорее всего, для него будет более ценно вытаскивать тяжелую рыбу, в смысле не веса, а уговаривать клюнуть, да? А для этого нужны блесна все-таки полегче. То есть, если мы говорим о запуске, то на запуске вполне хватит 2,5 веса, который, я надеюсь, эта палка бросит, мы еще потестируем. Блесен 3,6, 3,8 сюда ставить не надо явно. Дальше начинается ее золотое время этой палки, когда мы пассивными блеснами с роллинговым действием, или маленькими блеснами с воблингом пытаемся выковырять не хотящую клевать рыбу. Кстати, про не хотящую клевать рыбу. Сегодня я приехал на 5-столбовую. Это VIP за килограмм. Рыба мне после прошлой рыбалки, где получилось взять килограмм 20 на безлимите, вообще не нужна. Поэтому, я думаю, для теста снасти штучки 4-5 и остановиться надо будет. И чем сложнее будет ловить сегодня, тем лучше. Конечно, есть риск вообще уйти ни с чем, перестараться. Посмотрим. Маленькое отступление про клев. Сегодня 28-й день лунного календаря. Я вот здесь вставлю сейчас, что такое лунный календарь. Посмотрите, это полезная достаточно штука. К нему можно по-разному относиться, но логика такая, что Луна, когда полностью освещена, это у нас что, полнолуние, и полностью закрыта, это, по-моему, новолуние, да, то рыба не клюет. Не клюет она. Может быть, и бывают случаи, когда она как-то поклевывает за счет других факторов, но в основном не клюет. Я посматриваю так на этот календарь, его проверяю, насколько вообще правдив этот подход. В основном он работает. Да, есть, конечно, отклонения, когда по прогнозу должен быть хороший клев, а не клюет вообще. Тут могут вмешиваться другие факторы, кроме лунного календаря. Поэтому сегодня за килограммник. Сегодня практически новолуние, 28-й день, как я сказал, лунного календаря, и рыба не должна клевать вообще. Ужасный клев, все плохо, поэтому VIP за килограмм. То есть здесь плотность достаточно высокая, что позволяет выковырять именно нужные 2, 3, 5 рыбок. В такой ситуации ехать на безлимит, это явно становится спонсором для кого-то. Новые снасти для новичка, китайские блесна, новолуние. Сейчас к 11 часам дня где-то. Я специально приехал попозже, чтобы пропустить запуск, чтобы не отловиться слишком быстро. Иначе непонятно, о чем видео будет. 15 минут клюет, до свидания. Сейчас 11 часов дня, собственно говоря, поэтому безлимит. И всем начинающим советую, не ездите на безлимиты. Не надо ездить на безлимиты. Вы те самые спонсоры, которых мы очень любим облавливать. То есть получать вашу рыбу, вы ловите 1 или 0, а мы забираем ваш запуск. Не надо ездить на безлимиты, если вы недостаточно продвинутый рыбак, скажем так. Лучше за килограммники. Вы поймаете 5 рыбок, заплатите те же 4-5 тысяч, и останетесь довольны от того, что рыба клюет. И сможете получить удовольствие от этой рыбалки, а не вымучивать часами, макая приманки. И хватит про лунные календари и выбор прудов. Давайте перейдем дальше к катушке. Я, честно говоря, не понимаю, что произошло с Цуриной. Я ее продукции в магазинах практически не вижу. В Алиэкспрессе остатки стоят каких-то больших денег. Для меня непонятно почему. Что-то происходит. То есть уже вот такой Ланиус 1500 на Алиэкспрессе стоит столько же, сколько Дайва и Премия ЛТ.
под десятку. Поэтому я снял со старых комплектов. Ну, считаю, что вполне достаточно китайской катушки на китайский спиннинг. Шнур здесь намотан, к сожалению, мой остался. Я шнур тоже не покупал для, скажем так, проекта сборки. Но вполне можно найти X-Brite какой-нибудь, 4-жилку, 0,3 или 0,4 за адекватные деньги, там, за 1000 рублей. Так что я такими ловил. Вполне нормальные шнуры, вполне можно. По крайней мере, начинающему уж точно. Еще пару слов про спиннинг. В интернете можете почитать, точнее посмотреть даже видосы от производителей спиннингов про припреги и карбон. 30-тысячные, 40 тысяч тонн, ну и так далее. Суть в том, что, по крайней мере, некоторое время назад китайцам не поставлялось, да и вообще за границу не поставляли японцы хорошие качественные припреги. Они их оставляли себе, ну, защищали себя. Поэтому китайские спиннинги сделаны из менее качественных припрегов и, по ощущениям, ну, более такая лапшистая палка, чем выше модульность карбона, вот эти вот 30 тысяч, 40 тысяч, чем она выше, тем палка жестче, как правило, получается. Да, так что мы соглашаемся, что спиннинг с Алиэкспресса за 3500, ну, с доставкой он тут 4500, условно говоря, получается. Спиннинг за 4500, ну, конечно, не самый жесткий. Он такой достаточно лапшистый. Ну, в принципе, мне кажется, вполне себе. То есть, конечно, не надо думать, что я вам сейчас подгоню за 4000 спиннинг, который по ощущениям будет давать те же ощущения, что и палка за 40 тысяч, да. Не надо так думать. Конечно, цена определяет качество. Да, там есть в дорогих палках доля маркетинга и повышенные маржи, которые японцы забирают. Но в целом, конечно, не будет палка за $30. Такая же по ощущениям. Да, не будет палка за $30, такая же по ощущениям, как палка там за $400. Но в целом неплохо. Про свои ощущения сейчас при ловле я еще расскажу. Ну, пока так. Поехали дальше. А дальше поехали к приманкам. Вот здесь верхний ряд. Это копии с Алиэкспресса на палы. Вот этот в подарок что-то затесалось непонятное. Вот так. Это копии на палы 2,5 грамма. Как видно, палы я брал достаточно яркие. Почему? Зачем? Потому что нам нужны на старте палы с широким воблинговым действием, активно приманивающие рыбу. И, как правило, это яркие цвета. Пониже у нас это копии на Астрара. Астрар, в принципе, вот этот играет достаточно воблингово, то есть достаточно размашисто, но сама блесна поменьше. Ну и у нее побольше, наверное, все-таки таких роллинговых эффектов. Хотя не знаю, вот в этом Астраре, мне кажется, чистый воблинг. Ну, про Астарара в целом можно посмотреть в интернете. Тем не менее, Астарара я взял, и здесь уже появляется побольше темных цветов на долов рыба. А вот с этой стороны у нас блесна вытянутые с центром тяжести. Где-то чуть выше, наверное, или чуть ниже. Тут сложно сказать. Ладно, скажем, в середине центра масс. Чем-то они похожи на QM от Rodeo-Craft. Что-то у них, наверное, такое есть с Тимон Роми. И здесь уже вот нижний ряд, ну прям темные блесны я взял. То есть
Есть уже смешанные цвета, есть яркие, но и уже побольше становится темных цветов. Собственно говоря, я вам еще покажу, как они играют. Ну и вторая коробочка пока это миушки. Миушки в весе 2,8 грамма. Почему миушки, почему 2,8? Не так-то просто найти не оригинальные даже блесна во всех весах, в которых хочется. Ну вот в весах больше 2 грамм, что-то с роллинговым действием, то есть по пассивной рыбе, я не нашел. То есть мне, чтобы утяжелиться и увеличить дальность заброса, пришлось вот взять миушки на случай, если подальше надо забросить, и рыба более-менее пассивная. Не успели мне еще доехать воблеры, бананы. Это что-то такое похожее на букей бэкстроук, тонущие воблеры, перевертыши, по-моему. Не доехали еще айсфейки 1,6 грамма, тоже копии на айсфейки, это не сами айсфейки, тоже для пассивной рыбы. И не доехали еще Jackson Bubble Magic, по-моему, называются такие штуки. Это для донной ловли, как имитация пеллетс, такие шарики. Ну, надеюсь, погода еще выдастся и их тоже разловить. Но сейчас будем разлавливать то, что уже приехало, и то, что уже есть. Ну, соответственно, сегодня мы отлавливаемся, а на днях я вам постараюсь снять водные съемки, как играют эти блесна китайские, и сравнить с тем, на кого они реплики, чем отличается игра. Понятно, что у нас не лаборатория, чтобы проводить суперточное сравнение. Ну, постараемся как можем, хотя бы визуально что-то оценить. Ну, погнали, собираем снасти и встаем к водоему. Первое, с чего бы я начал, наверное, это потестировал веса, как раз таки тяжелые. Сейчас, наверное, поймать не надеюсь, но надеюсь ощутить, как бросается вес 2,5 грамма. Вытягивает ли спиннинг этот перегруз. Слушайте, он неплохо бросает 2,5 грамма, то есть перегруз для него не проблема. Под 2,5 граммами кончик как надо, чуть-чуть прогибается. Давайте еще забросик прочувствоваться. Ну, дальность заброса, конечно, не рекордная, но вполне достаточная. Два с половиной грамма по кончику видно, что он расслабляется, когда блесна касается дна. Я уже первично эти блесна в ванне покупал, пополоскал, но не снимал. Вот этот пал, он на сыпании практически не играет. Он играет на проводке. Так, последний, третий заброс. Так, что-то произошло. Я то ли зацепил что-то, то ли крючок перехлестнулся за поводок. И по спиннингу, и в руку, и по кончику видно, что идут вибрации. То есть, ну, чувствительность неплохая у спиннинга. По крайней мере, такие, да, вот точно. Вам, наверное, не видно будет. Сейчас поближе сделаем. Вот такая беда. Крючок зацепляется за поводок, и блесна так слишком сильно сопротивляется. В спиннинге это чувствуется неплохо.
Так, переходим вот на эти блесна, на аналоги. Эти, я их буду называть для себя, для вас, для понимания, Тимон Роми. То есть блесна с роллинговым действием. Они не вот так машут, а больше вот так вот колеблются. Я в ванне их уже пополоскал. Это не Тимон Роми. Похоже, Тимон Роми имеет вот так в профиль более выгнутую, такую ложкообразную форму. Здесь присутствует изгиб вверх, а потом в обратную сторону вниз. То есть это что-то другое, но игра роллинговая, что нам нужно. Сейчас попробуем вот такой цвет, достаточно яркий еще. В самом начале еще посмотрим по ярким цветам. Вес у них, по-моему, 2 грамма, если не ошибаюсь. Блесна, кстати, очень неустойчивые. У них диагональное осыпание хорошее. Не знаю, в целом интересные блесна. Хоть говорили, что поклевки со дна, я вижу поклевки. В смысле не поклевки, а всплески поверху в струе аэратора. Сейчас попробуем и вверх, и вниз. Блесна эти, кстати, я уже проверял тоже в ванне на достаточно высокой скорости. У них более активно проявляется воблинг, то есть они из стороны в сторону начинают махать. На малой скорости проводки больше роллинг. Так, сверху у нас пока тишина. Так, еще раз 2 грамма. 2 грамма нормально летит. Отлично. Два с половиной для спиннинга, конечно, немножко перегруз уже начинается, поэтому дальность 2,5 грамм, так, конечно, как у 2 грамм. Ну, нас это вполне устраивает. Зато блесна 1,6, 1,8 будет удобно, комфортно кидать. И будут лететь они достаточно далеко, вам хватит. Поклевка. На самом деле чуйка неплохая, очень неплохая у спиннинга. Напомню, у блесны этой я еще покажу хорошее диагональное осыпание, поэтому пауза здесь прям хорошо делать, как и замедление и ускорение. Так, на том берегу мне ветер дул прям в лицо и в микрофон, поэтому опасаюсь, что шумы будут заглушать речь. Поэтому с того берега, где шатер, перешел на этот. И здесь ветер уже в спину. Но в спину гораздо приятнее. Так, снизу, точнее с полуметра ничего. Пробуем сверху. Поднимаю спиннинг кончиком вверх и на достаточно неплохой скорости проводки мотаем. Возможно, она совсем наверху. Это надо проверить. Пробую скорость проводки чуть побыстрее, чтобы блесны включился воблинг. Она немножко по размашисти так шла. Попробуем вот такой бело-красный. Сейчас очень пасмурно. На улице, можно сказать, темно. Поэтому, может быть, возбудится рыба на белый цвет.
Смотрим сверху. Так, от ярких цветов давайте попробуем идти в темные цвета. Ну, вот, например, еще с окантовочкой, но уже темненькая блесна. Несколько человек с пруда уже уехало. Клев сегодня, как я обещал, отвратный. Еще один, вон, вижу, собирается. Останемся вдвоем на пруду. А вот первая рыбка села на наш спиннинг новый. Ой. Рыбка сегодня прям осторожная. Я спиннингом ощущал, что она несколько раз пыталась прихватить, или, что называется, бодает блесну, да? Бодала блесну. Это ощущается как сбои в игре. То есть вы не ожидаете сбоев в этом месте. То есть блесна идет, равномерно играет, равномерная натяжка шнура. И возникают какие-то странные, как будто сбои в игре. Ну, вот эти сбои, скорее всего, она бодает как-то блесну, не может в нее попасть. Ну и потом села уже около самого берега рыба. Что сказать про спиннинг? Поклевка чувствуется классно. На вываживание рыбу держит. Вопросов нет, но, конечно, это прям вес для спиннинга. То есть прям для него это вес. Его в дугу сгибает. Ну, и ты ощущаешь, что ты на грани фола. Ну, в принципе, приятное ощущение, но немножко так это очковато, что называется, да, что сейчас вот оно сделает либо чпок, либо еще что-то, потому что, ну, прогиб уходит прям в комель к рукоятке. Ну, тут приходится как бы выбирать, да, то есть, еще раз, спиннинг 3600, по-моему, что ли, на Алике, ну, с доставкой там, пускай 4500, но это не 40 тысяч, это 4500. Понятно, что у него будут свои минусы, но просто это болевые точки, в которых минусы, или с ними можно мириться. На мой взгляд, ну, с ними можно мириться. Сейчас я еще пару рыбок возьму, уже посмелее себя, наверное, почувствую с новым спиннингом. Не так мне страшно за него будет. Но, в принципе, кайфово, конечно, удивительно. Получается, вот между этим мифайном за 4500 с доставкой, Crazy Fish'ем, который сейчас уже под 20-ку, Nano One, например, или Nano Long'ом. С Crazy Fish'ем, конечно, себя поувереннее чувствуешь, то есть она палочка чуть пожестче, там, видимо, карбон получше используется, подороже, там одного карбона, наверное, на эти $30, сколько стоит эта палка. Да, еще раз, то есть Crazy Fish, но с ним поувереннее себя чувствуешь, палка пожестче. Здесь немножко она, конечно, проваливается, но в целом
Палка держит, удовольствие доставляет. Чуйка неплохая, я вам скажу, кстати, вот по чуйке плюс-минус, наверное, так же, как у Crazy Fish, за 20-ку, только за 4500. Что про него еще сказать? Да, пока ничего не скажу. Не хочу ни нахваливать, ни слишком уж критиковать палку. Мы все должны понимать, что я пытался выбрать палку, которая доставляет ощущения, не просто позволяет ловить. Ловить можно на любую палку из любого магазина, хоть Каиды, хоть чего угодно. Другой вопрос — ощущения, которые мы при этом испытываем. Вот эта палка позволяет прочувствовать. Да, позволяет, да, со своими минусами. Но прикольно. Мне в целом нравится. Ну, вот, кстати, хороший показательный пример. Прицепилась какая-то бяка на блесну. И спиннингом я почти не ощущал. Почти. То есть на более дорогих палках, там, за 20-40 тысяч, конечно, я бы сразу ощутил, что на блесне что-то прилипло. На палке за 4 тысячи я этого не ощутил. Ну, так, возникли какие-то подозрения, но были сомнения. Ну, еще раз возвращаюсь. Не бывает идеальных палок за 3-4 тысячи. Ну, это невозможно. Но кайф при вываживании поклевки доставляет. Представляете, пока рассказывал про то, какие ощущения от спиннинга, как ощущается поклевка, вываживание, забыл, на каком горизонте проводил блесну и с какой скоростью. Сейчас, конечно, пересмотрю видео, чтобы заново не искать горизонт, а уже целенаправленно поработать в этом горизонте. Вот так бывает. Пересмотрел, поимка была, ну, без отсчета, где-то в условном полуметре-метре. То есть, ну, условно скажем, полводы. То есть я не ждал опускания на дно и делал не супер быструю проводку, такую плавную. И получил поклевку под берегом. Так что ищем в полводы рыбу. Ну, кстати, возможно, с этим связано, что вот мужик один остался, все ушли, дождь поливает. Я под дерево спрятался, хоть немножко от дождя прикрыться. Мужик, по-моему, на резину ловит, у него поклевок нету. Возможно, он как раз-таки таскает резину по дну, а рыба стоит чуть выше. Вполне такое возможно. Ну, сейчас будем дальше искать. Сейчас дождик чуть-чуть пройдет и продолжим. Еще одна поимочка. Так, ну вот на ту же блесну повторил ту же проводку. Ну, в этот раз шел с другой стороны. Если я в прошлый раз закидывал и без паузы начинал проводку неспешно, то в этот раз шел от дна, то есть опустил на дно, сначала контролировал дно, а потом ближе к берегу перестал, и блесна, ну, и берег поднимается вверх, и блесна стала всплывать вверх, не делал паузы, и где-то плюс-минус в пол воды взяла рыбка. Ну, я думаю, на эти блесна достаточно. Сейчас попробую на астрары ловить. Астрар такая блесна с достаточно приличным воблинговым действием, но блесна небольшие, поэтому машут они, ну, не очень широко. То есть большая блесна, естественно, дальше откидывается. Маленькая блесна, у нее просто, ну, разброс поменьше. Рыбе легче такие маленькие блесна брать. Пробуем.
Ну вот 1,6 грамма, аэратор я перебрасываю. Так, МИУ 2,8. Ну, спиннинг бросает. Ему тяжело, конечно. И дальность полета 2,8 не сильно больше, чем у 2-граммовых 1,8, по-моему, Астрар, да. Или 1,6. В общем, 1,5-2 грамма летит не хуже, чем 2,8. Ну, это из-за перегруза. Не может он разогнать такую тяжелую блесну. Не его это. Ну, в принципе, бросить можно, если очень хочется. Погодка сегодня, конечно, такая себе. Холодно, дождь шел, немножко подпромокли. Ну и, соответственно, эта промокшесть вымораживается. В зачете пока 2 рыбки на блесна, которые я показывал. Аналоги Тимона, будем их называть. Пока все, пока тишина. Пруд затих. Присела рыбка на ту же блесну. Ну вот еще одна поимочка. Опять сверху рыба, хотя на улице холодно и вода уже должна была подостыть. Но поимки идут сверху. На блесна роллинговые, с роллинговым эффектом. На воблинг у меня что-то ни на Астрар, ни на МИУ поимок не было. Ну вот на ту блесну, которую я показывал, с окантовочкой. 3 поимки. Ну что, надо заканчивать. 3 рыбки, условно, там 3000. Дешевле, чем на безлимит съездить. Мне, в принципе, рыба не нужна. Спиннинг, приманки, главное, приманки я разловил. Собственно говоря, идея была в том, чтобы показать, что алиэкспрессовские копии, реплики на именитых производителей вполне можно использовать. Ну, просто это надо делать, подбирать с умом, да, понимая, что и зачем ты берешь. Ну, в частности, вот, да, показывал, что палы у меня подобраны достаточно яркие, активные цвета. Миушки и такие, потому что они потяжелее. Пал 2,5, миушка 2,8. Ну и миушка вроде как рассчитана на более пассивную рыбу. Ну, фикс, конечно, совсем на пассивную форест, но миу тоже считается так уже для спадающего клева. Ну и, соответственно, вот последние блесна, которые вы видели, назовем их Тимон Роми, да, если не брать Тимон Роми, за что-то там около 500 рублей стоит блесна, можно вот обходиться вот такими блеснами с Алиэкспресса. Соответственно, цвета там подбираются, ну, как правило, более спокойные. Я, конечно, брал и более яркие цвета, но я их брал в надежде на фломастеры. То есть у меня, естественно, с собой всегда фломастеры. И уж как минимум черным цветом я яркую блесну раскрашу, превращу либо в семечку, либо подложку сделаю черную, либо закрашу почти все, оставлю хвостики. Собственно говоря, можно на этом прилично экономить, на том, что использовать китайские блесна и подкрашивать их по ситуации. Что у нас дальше по плану? Ну, у меня сейчас по плану, я замерз уже. Погодка, конечно, та еще. Да и рыбы 3 штуки мне достаточно, мне она вообще не нужна. По плану я домой,
А в ближайшее время буду снимать ролики о этих блеснах, о том, купать в ванне будем, да, как колеблются, чтобы посмотреть на игру, на поведение, на медленной проводке, на быстрой проводке. Надеюсь, у меня подъедут еще не доехавшие приманки. Это айсфейки, Джексон, Bubble, Magic Bubble и бананы. Не знаю реплики, чего это. Ну, похоже на мукаевские бэкстроуки. Похоже, но это не факт. Посмотрим, что приедет. Собственно, сезон, скорее всего, уже все заканчивается. Сегодня последний тепленький денек такой был между холодными днями. Вчера было около нуля, там -1. Завтра уже минусовые температуры. Вот сегодня 6-8 градусов, видимо, как раз из-за фронта, из-за дождей. Погода была более-менее адекватной. Комплект, конечно, мне такой не нужен. Я его, конечно, могу себе оставить как гостевой для друзей и знакомых, которым страшно давать что-то дорогое, качественное. Ну, собственно, это от обрыва блесен достаточно дорогих и редких. Риски для спиннингов. Понятно, что катушку сломать это сложно. Ну, скорее это спиннинг сломать и блесна обрывать. Но вам, если нужны комплекты, если вот мой подбор блесен кому-то интересен, по себестоимости, сколько вот я взял на Алиэкспрессе, также отдам. Ну, естественно, без катушки. Если кому-то нужна помощь подобрать катушку, ну, скажите, подберем что-нибудь более-менее адекватное по деньгам. Ту же даевую премию или китайца какого-то поищем. Ну, китайцев, в конце концов, можно взять на том же, в той же Каиде или на Алиэкспрессе. Ну, просто что-то более-менее там звучное. Ну, вот как-то вот так. В общем, если кому-то нужен комплект с блеснами, и в конце вот я сейчас вставлю, почем мне обошлась вся эта история, собраться на рыбалку с Алиэкспрессом. Понятно, что мне этот комплект нужен был исключительно для контента, чтобы отсняться, ну и продать в итоге. По себестоимости денег мне, естественно, не надо на этом зарабатывать. Ну, все, что хотел, рассказал в этом ролике. Встретимся на воде. Всем пока.